Заманивал пилотов в свой коллектив, а потом нанимал наемников, чтобы совместно поделить их лут, запертый в своих же структурах. Активно продвигал идею коммунизма в корпорации, объявляя барщину в своем коллективе для достижения преимущества в вармхоле, но все накопленные средства оставлял у себя. Знакомьтесь, кандидат в ЦСМ от Ру Комьюнити Эллен Хелен. Не так давно ко мне обратился пилот Эллен Хелен для продвижения его кандидатуры в Совет игроков EVE Online, ЦСМ, голосование в которой идет прямо сейчас. И тогда я решил отказаться от столь заманчивого предложения, дабы узнать чуть больше о самом кандидате, и то, что мне удалось узнать, меня, мягко говоря, шокировало. В этом видео мы с вами поговорим о доверии, схемках и на что может пойти СЭО обычной корпорации ради лишних 300 миллионов исков. Впервые персонажа Эллен Хелен многие узнали после его громкого анонса корпорации с коммунистическим уклоном «Диктатура пролетариата», в которой основным упором было равенство всех участников и развитие на общие блага корпорации. Ну то есть, если убрать всю воду и громкие слова, каждый пилот крабил, играл ради кошелька и имущества корпорации, которая в теории уже в свою очередь должна была раздавать эти блага среди всех участников этого коллектива. Настоящая утопия. Только вот в онлайн это не работает. И по итогу ассеты начинают накапливаться на руках одного единственного человека — короля Эллен Хелен. Если что, это скриншот из их дискорда сейчас, в котором новая тематика корпорации уже не пролетариат, а феодализм. Нет, я не прикалываюсь. Там теперь реально есть король, брат короля, батюшка. И как вы думаете, как он назвал обычных пилотов, мембров своей корпорации? Ну, тут все очень просто. Крестьянами, которые, видимо, вовсю пашут на астероидных поясах для пополнения ангаров их господина. Или же, естественно, королевства. И, к сожалению, это никакой не анекдот, а суровая реальность этой корпорации. Но откатимся в самое начало, в момент создания первой корпорации Эллен Хелен. Каждый раз, когда в голосе появляется больше 5 человек, я как командующий флотом даю команду на барщину. Мероприятия должны продолжаться в интенсивном темпе, пока мы не заработаем 3 миллиарда исков. Если наш план сработает, то к нам в Вармхолл подтянутся люди, которые что-то умеют. План был прост. Крабить на выдачу кораблей для фарма. С одной стороны, цель благая. Выдавать новым пилотам целых 600 миллионов исков кораблями. Предполагаемая же сумма для отмены барщины являлась, видимо, какая-то космическая для этого коллектива сумма в 6 миллиардов исков. Я, возможно, что-то не понимаю, но разве 6 миллиардов исков не крабится буквально соло-мародером за пару плотных вечеров фарма в Вармхолле С5 или даже С4 класса? Но в какой-то момент внутри корпорации начинаются первые проблемы, а зачастую даже открытые конфликты. Пилоты не хотят пахать на режим барщина. Им хочется крабить для себя, оказывая поддержку коллективу, но не крабством на корпорацию ради призрачной идеи величия. Часть коллектива начинает возмущаться СЭО, который приходит только на вылеты с названием барщина и особо не занимается развитием ПВП или даже контент-составляющей. Пилоты просто понимают, что здесь они нужны только ради одной единственной цели — отрабатывать барщину. Внезапно Эллен Хелен осознает, что не может эффективно собирать налоги в Вармхолле. Он не может контролировать фарм, не может подсчитать, сколько же было накраблено реальных исков, и решает, что пришло время собирать вещи и ехать в новые, более прибыльные для Валета края. СЭО анонсирует перемещение корпорации в Хай-сектор, где уже СЛП и Баунти сможет более плотно контролировать заработки своих крестьян. Извините, я не удержался. В коллективе явно назревает раскол, и Эллен Хелен принимает решение закрыть доки всем сепаратистам, не позволить им вывести их лут, и, наняв коллектив сводов, сейчас мемберов Альянса Critical Mass, с предложением последующей дележки лута, выпавшего из его же цитадели. План был простой: симулировать атаку нейтрального коллектива на его же цитадель и поделить с ними итоговый лут, который, как я напомню, в космосе типа Вармхолл в EVE Online выпадает в полном объеме. Мародеры, хлопушки, лут с аномалий, личные запасы пилотов — все это выпало бы в карман флота уничтожения структуры и СЭО, давшего наводочку на собственный Астрахус. Но своды, осознав, что их руками хотят сделать довольно осуждаемые вещи в EVE Online, приняли решение о возврате всего лута законным владельцам, а не СЭО корпорации. А самому же Эллену сообщили о якобы полном отсутствии лута в структуре. К слову, многие пилоты Эллена, осознав, что он сделал, реально уничтожили свое имущество, не дав ему осуществить свои корыстные планы. Получив же информацию о том, что якобы лута в структуре не было обнаружено, Эллен Хелен решает получить хотя бы что-то, попытавшись выбить себе 300 миллионов исков за полутанное ядро его же Астрахуса. Ведь не сгорать же всему добру.
Ну то есть вы все правильно поняли, ЦЕО корпорации, наняв наемников, чтобы обокрасть своих же бывших пилотов, пытается заработать хотя бы что-то с этого действия. К слову, корпорация в релейте World of Krabby's это и есть те самые пилоты, кинутые на ассеты в этой структуре, собравшиеся в отдельный коллектив. И вроде бы все. Ну был у тебя инцидент у тебя в корпорации, Эллен Хелен. Ну выселил ты предателей, попытавшись заполучить их лут. Но не тут-то было. Выяснилось, что подобные схемки происходили еще минимум дважды, с участием неких нанятых наемников, сделавших всю грязную работу за существенный процент полутанного имущества. Вообще, если изучить киллборду коллектива Эллен Хелен, то выйдет, что под выселение его коллектив попадал что-то как-то уж часто, аж 4 раза, из которых минимум в половине случаев это был стопроцентный договорничок со стороны его же самого. А может быть, все случаи были ничем иным, как желанием полутать чужое. Многие подобные персонажи очень любят раздавать различные интервью и качать свою медийку, основанную на громких словах, обещаниях и вкусных подробностях их бытия. Эллен Хелен здесь не исключение. Еще год назад, в момент создания своей корпорации, Эллен с удовольствием ходил на различные подкасты, и мне пришлось потратить несколько часов своей жизни, дабы собрать больше материала для этого видео. В интервью было очень много воды. Про несправедливость к новичкам, важность корпоративного менеджмента и бла-бла-бла-бла-бла. Но все это время можно сократить до одной очень интересной цитаты. Я, конечно, обокрал людей на доверие, но я об этом честно рассказываю, поэтому никого это смущать не должно. Эллен Хелен, кандидат в 20-й набор ЦСМ и в онлайн. Копнув еще глубже в историю, всплывают еще более интересные факты из биографии этого пилота. Оказывается, еще до опыта руководителя собственного коллектива Эллен Хелен занимался академкой Камелотов, и это наиболее ярко комментирует сама ЦЕО Камелотов Ледь. У одной из корп Камелота была в начале пути академка, которую планировали прикрыть за неэффективность. Денис пришел, предложил помощь с управлением, дали шанс. Было всего две задачи: взять на себя руководственные хлопоты и сподвигнуть академиков летать с общим флотом. Академиков он увел в ВХ, откуда летать с общим флотом они уже не могли физически, а хлопот стало трое больше, так как посыпались вопросы, запросы, бредовые инициативы и так далее при нулевом прогрессе. Когда через месяц Эллен Хелен стал в открытую, не от большого ума, явно похваляться тем, что ворует деньги с корп кошелька, был проведен аудит, по итогам которого Эллен кикнули, а академку распустили. К Камелоту имеет такое же отношение, какое Гол, гуляющий по крыше Большого театра, имеет к его балетной труппе. Довольно интересная характеристика, которая дает задуматься о целях этого игрока в игре. Здесь я чутка дам свой комментарий. В онлайн ЦЕО альянсов и корпораций, безусловно, могут пользоваться благами управления столь обширными объединениями. Тратя на игру многие часы, нервы, в том числе средства, руководители многих крупных корпораций и альянсов в игре вполне обеспеченные люди, которые смогли построить эффективную систему рекрутинга, налогов и, самое важное, контента. Пилоты подобных образований не испытывают каких-либо проблем с организационной частью их коллективов. У них есть флиткомы, проблемы в логистике, заработке и разборке возникающих трудностей оперативно решаются, и пилоты просто кайфуют от нахождения в подобных хорошо отлаженных механизмах в нулях, лоу-секторах и даже хай-секах. Но порой я натыкаюсь на ЦЕО, у которых, видимо, голова начинает кружиться уже в момент получения первых вычетов из общего налога и возможности прогрева новичков на ранее упомянутую барщину и опцию крабить на туманные требования корпорации. Таких персонажей в игре было и остается очень много. Пересвет с его манией захвата галактики, Август, отдающий приказания своим же альтам, и Биг Сутенер с борьбой с якобы антиру. Все это позволяет им, прикрываясь некой идеей, собирать с новичков очень такие серьезные налоги. Всех их объединяет одно: жесткая пропаганда внутри коллектива с якобы борьбой за все хорошее против всего плохого и оверхайп собственного величия с замалчиванием внутренних проблем коллектива. А сколько коллективов, о которых мы так и ничего не знаем. И вот, несколько дней назад стало известно, что персонаж Эллен Хелен баллотируется не просто как ЦЕО в новую корпорацию или чью-то академку, а в ЦСМ, совет игроков, которые помогают разработчикам в онлайн с фидбэком. Совет наиболее уважаемых пилотов комьюнити, имеющих свой небольшой вес на принятие глобальнейших решений CP Games. Но вы представили, да? ЦЕО, руководитель, который не смог заменеджить 15 пилотов, директор, вводящий часы барщины при крабстве, менеджер валета, обиравшего академку Камелотов, торговавшийся на долю в 300 миллионов исков за уничтожение собственной структуры, ну и просто вор ассетов своих же пилотов, баллотируется в совет игроков. Ай да кандидат от народа, ай да король королевства. Я пробежался по его предвыборному посту как кандидата и скажу, что не видел еще столь, мягко говоря, водяного и приукрашенного поста, в котором банально ноль конкретики. В посте Эллен Хелен предстает опытным руководителем с внушительным стажем. Якобы через его Discord прошло больше 1000 человек, но текущая численность всех пользователей составляет меньше 50 аккаунтов суммарно. Я отличаюсь от других тем, что мои эгоистичные желания стремятся сделать лучше всем, ну или почти всем. Как и все, я могу быть предвзят, но моя предвзятость работает на игру, желание сделать игровую среду лучше и дружелюбнее, не делая при этом ее проще.
ты, черт побери, такое несешь? Что же хочет изменить в игре Эллен Хелен? Первое. Ему не хватает контента для малых групп игроков. Якобы ивенты нужно делать для всех. Так они сделаны для всех. О чем он тут пишет? Что предлагает? Какую аналитику приводит? Второе. Полное удаление из игры АФК мультиоконного заработка. Сделать его более активным. Лицо производственников и копателей представили. Третье. Эллен Хелен не нравится гринд, и он предлагает добавить что-то новое. Тут вообще без конкретики. Чисто мне не нравится гринд, нужно что-то новое. А что? Фиг его знает. Ну то есть я правильно понимаю, что кандидат вышел с примерно подобным. Капсулиры всех фракций. Голосуйте за меня. Даешь что-то новое, а не старое. Даешь изменения, а какие я вам не скажу. Голосуем за меня, и игровой опыт новичков улучшится. Выбирайте капитана очевидность, он точно знает, как нужно менять и в онлайн. А уж если смотреть на сухую статистику его корпорации, выходит, что он CEO корпорации с 11 персонажами, среди которых только у одного пилота больше 10 киллов на ЗКБ за неделю. А вы бы сами проголосовали за такого кандидата? Будет интересно почитать ваши комментарии под этим видео. Каков же итог этого видео? Меня продолжает удивлять, какая же Ева в социальном плане великолепная игра, где до сих пор удается натыкаться на столь интересных персоналей. Молва о Эллен Хелен уже в принципе писалась в историю кринжа ру комьюнити на уровне с его хорошим другом Августом. И я надеюсь, что максимально большое количество новичков посмотрит это видео и поймет, что не стоит вступать в корпорацию с барщиной и ограблением своих же пилотов. В корпорацию, в которой CEO так и не определился, лидер ли он пролетариата или же все-таки король. Корпорация, где вам обещают золотые горы и то самое, желаемое всеми величие, но почему-то называют крестьянами. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я очень хотел сделать видос по поводу этой ситуации, разобрать ее, копнуть немножко поглубже и рассказать комьюнити о таком интересном персонаже. С вами был Кракен. Ожидайте больше контента по EVE Online. Вступайте в Зерги. Там мы не собираем налоги с новичков и не вводим барщину на рабство. Всем капсулирам желаю fly safe.